Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. У меня к вам большая просьба, если вы смотрите это видео без подписки, оформите подписку прямо сейчас. Под этим видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, ставьте колокольчик, лайк, оставляйте комментарий. Все это поможет в развитии моего канала и в продвижении этого видео. Буду вам очень благодарна за вашу активность. Также вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорство. В описании будет ссылка на этот вид поддержки. К сожалению, в России он не работает, поэтому если вы не в России, для вас это работает. Ну и просмотры рекламы без пропусков тоже помогают в развитии моего канала. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязать вот такой интересный узор плетенка. Он двухсторонний, очень плотный и фактурный. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какое изделие вы бы связали, применив вот такой узор. Этот вариант связан из пряжи Alize Lana Gold Plus. Это из джута, это трехниточный джут 1600 TX. Вязала крючком номер 6 и этот образец. И еще начала пробовать вязать из шнура Dolce от пряжи Центр и решила оставить вот такую высоту для того, чтобы продемонстрировать вам, что таким узором можно связать и ручку для сумки. Для узора необходимо набрать четное количество петель. Я наберу 12. Далее делаем одну воздушную петлю для подъема. Одна воздушная для подъема будет в конце каждого ряда. И во вторую петлю от крючка провязываем первый ряд столбики без накида в каждую петлю цепочки. И провязываю последний столбик в первом ряду. Буду затягивать каждый последний столбик. И далее делаю одну воздушную петлю для перехода на второй ряд. Переворачиваю полотно и во вторую петлю от крючка провязываю столбик без накида. И далее еще один столбик без накида в следующую петлю. И вот таким образом мы будем начинать все последующие ряды. Провязываем 2 столбика без накида, а затем будем вязать вытянутую длинную петлю, которая будет у нас лежать влево. Для этого мы отсчитываем вот следующая петля, и мы отсчитываем 1, 2, 3 и опускаемся под первый ряд. То есть мы вот этот последний ряд, который мы сейчас вяжем, мы его пропускаем, то есть не под него вяжем, а еще ниже опускаемся под первый ряд. То есть на 2 ряда ниже. И вот в третью, здесь вот самая первая точка, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, вытягиваю ее подлиннее и провязываю, да, столбиком без накида. Вот такая длинная петля получилась. Дальше вот смотрите, вот петля, это третья петля. Мы как бы в нее провязали вот эту вытянутую петлю, да, вытянутый столбик без накида. Сюда мы не провязываем уже. Далее, то есть пропускаем вот эту и в следующую вяжем столбик без накида. Дальше снова формируем вот такую вытянутую длинную петлю. Можно отсчитывать или от провязанного столбика и во вторую, да, петлю от этого столбика и под первый ряд провязываем. Либо же, да, вот эту мы как бы считаем, что мы ее сейчас провяжем, и считаем от нее третью петлю и опускаемся на ряд ниже, то есть в основание первого ряда, в третью петлю. Все, сюда мы как будто бы провязали вот этот столбик вытянутый, пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. Дальше снова я отсчитываю 1, 2, 3 и опускаюсь вот сюда, в основание первого ряда. Вытягиваю и провязываю столбиком без накида. Вот эту пропускаю, потому что мы сюда как будто бы провязали. И далее вяжу столбик без накида под
обе дужки верхней горизонтальной и так проделываем до конца ряда. В конце ряда у нас будет столбик без накида. И еще смотрите, когда вы вытягиваете вот эту длинную петлю, тоже регулируйте ее положение, чтобы она ложилась ровненько, да, чтобы не перекрещивались вот эти ниточки, чтобы они лежали вот так вот параллельно друг другу, чтобы все было ровно. Так, и провязываю вот последний столбик без накида под обе дужки верхней горизонтальной. Затягиваю для того, чтобы рай был более ровным. Все, дальше делаю одну воздушную петлю для подъема, переворачиваю и начинаю ряд. Во вторую петлю от крючка провязываем один столбик без накида и следующую петлю под обе дужки второй столбик без накида. И повторяем то же самое, что делали в предыдущем ряду. Вот отсчитываем вот эту следующую от вот этой следующей. 1, 2, 3. И опускаемся вниз, да, под предыдущий ряд. Опускаемся, захватываем длинную петлю, формируем и провязываем ее столбиком без накида. Дальше пропускаем вот эту петлю, да, потому что мы сюда как будто бы провязали вытянутую длинную петлю, и провязываем вот сюда столбик. И теперь мы всегда будем столбики без накида провязывать вот в эти точки, чтобы вы не запутались. Да, это вот такая ниточка здесь лежит прямая, и как будто бы буковка Т такая, да, и вот сюда вот так вот у нас будут провязываться столбики. Итак, мы провязали столбик без накида, далее формируем вытянутую петлю с наклоном влево. И здесь смотрите, обязательно вот эти ниточки, они у нас лежат свободно, мы их не трогаем. И проходим крючком так, чтобы вот здесь, вот смотрите, вот 1, 2 вот эти ниточки, и здесь рядышком есть вот это пространство, как будто бы мы столбик здесь, да, между столбиками проходим. Обязательно вот эти две ниточки у нас не затрагиваются, они параллельно друг другу продолжают лежать, да, за крючком. И проходим вот в эту ближайшую точку. Здесь то же самое, мы не проходим внутрь вот этих ниточек и провязываем длинную петлю. Далее одну пропускаем, следующую провязываем столбик без накида. Здесь тоже очень внимательно, мы не проходим в эти ниточки, только под верхнюю горизонтальную. Провязали столбик без накида и формируем следующую петлю. 1, 2, и вот сюда опускаемся под предыдущий ряд и прокалываем вот здесь вот эту точку. Вот этот ряд, он такой немножко непонятный, дальше будет попроще. Так, эту петлю мы пропускаем, в эту провязываем столбик без накида и формируем вытянутую петлю. 1, 2, и вот сюда проходим и провязываем столбик без накида. Эту пропускаем, сюда столбик без накида. Так, вот наши две ниточки, и вот сюда, как бы отодвигая их немножко, проходим вот сюда. Я думаю, что вы поняли принцип. Все, и заканчиваем ряд всегда столбиком без накида и подтягиваем. Закончили вязание 3-го ряда. Далее переходим на вязание 4-го ряда. Воздушная петля, переворачиваем и во вторую петлю от крючка провязываем один столбик без накида и в следующую петлю второй столбик без накида. 1, 2 и вытягиваем петлю из предыдущего ряда. Провязали. Дальше вот эту точку пропускаем, сюда столбик без накида. Дальше вот эти наши две ниточки, и здесь можно вот так вот чуть-чуть прям под них зайти. И выходим вот здесь. Контролируйте, что у вас на изнанке происходит, да, откуда у вас выходит крючок. И вот таким образом провязываем. Так, эту петлю пропускаем, следующую провязываем
столбик без накида и снова вытянутая петля. Немного отодвигаем, проходим вот за этот столбик, рядышком вот с этими параллельно лежащими ниточками и провязываем столбик. Дальше пропускаем петлю и в эту провязываем столбик. Все, и вот таким образом вяжем на необходимую высоту. Узор получается очень красивый, необычный. Это такая имитация узора плетенка, который вяжется на спицах. Получается очень плотный, двухсторонний, фактурный. И можно применять такой узор в вязании чехлов для подушек, ковриков, сумок. И вязать из разной пряжи. Ну что же, я надеюсь, что вам понравился этот узор и было все понятно и доступно. Если остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях или писать мне в телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Если видео понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. И до новых видео. Пока-пока.